Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наш проект «Вместе здоровее», и сегодня с великой радостью представляю вам Екатерину Александровну Горяеву. Добрый день. Которая согласилась принять участие в этом выпуске, чтобы рассказать о волновой генетике и об исследованиях ее и ее мужа Петра Петровича Горяева, у которого недавно, как я знаю, была годовщина, да, 17 ноября. Для меня Петр Петрович легендарный ученый. Я его ставлю наравне с Николой Теслой с точки зрения прогрессивного, прорывного, эволюционного мышления в сфере науки. Ну и об этом во всем я предлагаю сейчас поговорить, так как волновая генетика, или другими словами информационная медицина, это одно из современных направлений, которое может помочь человеку оздоровить свое тело, свой организм, в том числе свое сознание. Вот, давайте на эту тему поговорим. Что касается темы волновая генетика, то ей мы уже занимаемся более 30 лет. Первые программы, которые мы писали, они были скорее для того, чтобы поставить эксперименты и посмотреть, как на информационный звук будут реагировать животные, растения. Результаты уже тогда были очень интересные. Вечная тема, которая волнует всех, это тема старения. Тогда нам тоже эта тема была интересна, и одни из таких показательных экспериментов у нас были эксперименты на семенах, проростки семян пшеницы. После того, как мы облучали проростки, мы наблюдали, как они по сравнению с контролем будут развиваться. И оказалось, что скорость развития тех проростков, которые были облучены, она в первые, наверное, дней 6 примерно очень сильно отставала. Казалось бы, что эксперимент не прошел, мол, и если в контроле они где-то были сантиметров 5-6, то в опыте всего 1 сантиметр только был листик. Но где-то спустя уже определенное время мы наблюдали очень сильную скорость роста у опытных. Проведя серии экспериментов, обнаружили то, что наши звуковые программы очень информационно эффективны. Но интересно то, что организму, вот в данном случае это семена, что организм аккумулирует информацию, постепенно ее копит, и потом вдруг происходит взрыв. Чтобы эту информацию обработать, организму необходимо какое-то время. Потом эксперименты с водорослями. Мы то же самое, в принципе, наблюдали. В первую очередь, это, конечно, скорость развития. Тоже после обработки водоросли начинали более быстро развиваться, более быстро делиться. Эксперименты со стволовыми клетками тоже показали просто удивительные результаты, когда мы в стволовые клетки вводили информацию именно о той ткани, в которой мы хотели, чтобы эти клетки бы дифференцировались, то так и получалось, что они дифференцировались именно в ту ткань, информацию о которой мы передавали. И после целой серии экспериментов мы решили, что было бы интересно, если бы послушали эти программы люди. Постепенно мы в это, если честно, вначале очень верили с трудом, скажем так, потому что это казалось какой-то фантастикой. Ну, как можно что-то послушать и получить какие-то прям просто фантастические результаты. Потому что мы все привыкли к тому, что нужно что-то скушать, там понюхать, колоть или что-то еще. То есть какие-то манипуляции именно с нашим физическим телом. А здесь получается какая-то фантастика, мистика, да? Но, тем не менее, мы перешагнули через непонимание, что ли, недоверие к этому методу, и сейчас, спустя уже годы, спустя много лет, убедились, что метод этот эффективный, метод этот работает, и подчас работает даже более сильно, чем таблетки, например, которые мы принимаем. Хотя ни в коем случае я не призываю к тому, чтобы люди отказались от таблеток, медикаментов,
То есть их, конечно, пока принимать, наверное, нужно. И так вот мы потихонечку пришли к тому, что стали достаточно углубленно заниматься матрицами. Именно изучать, как звук воздействует на организм. На организм не только экспериментальных животных, растений, но и на человека. Это направление поддерживают медики, ученые. Все больше и больше к нам обращаются, но еще, правда, неофициально, людей, которые хотели бы у себя в клиниках, например, использовать наши методики. Одни из последних экспериментов, кстати, очень интересные и показательные, что перенос идет, это эксперименты с контрольными полями. То есть в этом году мы облучали сухие семена пшеницы, подсолнечника и наблюдали, что вот будет в контроле и в опыте. И в конце мы получили где-то на 10-15% получили урожайность выше, чем в контроле. Это вообще-то такие достаточно, я бы сказала, любопытные и интересные результаты, поскольку мы вносили информацию в сухие семена. Вот, то есть, а что такое сухие семена? Это, по сути, спящий организм. И получается вот этот спящий организм, где нет никаких фактически реакции, он получает информацию, запоминает эту информацию, потом уже в процессе проклевывания, в процессе развития эта информация начинает разворачиваться. Одно из эффективных воздействий – это воздействие на животных. Тоже сейчас все больше и больше обращаются люди, у которых есть кошки, собаки, и они используют наши программы для своих питомцев. Кстати, я сразу скажу, что в тех случаях, когда люди обращаются, например, уже их питомец находится на последнем издыхании, они обращаются к нам, чтобы мы сделали программы, и программы в таких случаях далеко не всегда срабатывают, так как уже у организма потенциала нет, он уже все. То есть уже в таких случаях, конечно, здесь или только верить в чудо, но все-таки я скажу, что понятие чуда, оно должно основываться на чем-то. То есть нужно, чтобы для чуда, как бы скажем, была некая энергия, чтобы это чудо произошло. Если этой энергии нет, и организм уже разваливается, жизнь из него уходит, то значит она уйдет. То есть есть некие законы или что-то, чему мы противостоять не можем. И хочу сделать упор на то, что наши матрицы – это не фантастическое что-то. То есть это метод, который постепенно обрастает научными гипотезами. Люди стараются это объяснить, доказать, и я думаю, что это в скором времени будет. Вот это не фантастика, это реальность, к которой мы подходим, и которая, я думаю, потихонечку будет в нашей жизни замещать материальное. Впрочем, вы сами видите, что люди все больше и больше отходят от материального, или, вернее сказать, не отходят, а все больше и больше происходит поляризация, то есть одни люди впадают в материю, вторые, наоборот, из нее поднимаются. В общем, как вот сейчас вот у нас в мире во всех фактически сферах такое наблюдается, то есть вот контраст такой как бы. Можно пару уточняющих вопросов, чтобы было понятно на уровне принципа действия. Получается, есть живое тело, допустим, это может быть семечко, активированное. Любое абсолютно. Абсолютно. Это может быть человеческий организм, это может быть животное, это может быть растение, какой-то живой организм. И на него можно оказать какое-то воздействие. То есть, условно, это может быть какое-то биохимическое воздействие, например, удобрениями мы удобряем растения, какими-то кормом, вытатками мы кормим наших животных. Человек также может чем-то питаться.
что-то внутрь принимать. В общем, уровень биохимического воздействия. Потом, я предполагаю, можно воздействовать как-то акустически, вибрационно. Но в первую очередь это информационно. Вот, я и к этому и хочу подвести. То есть вибрационно можно как-то физически воздействовать. И подбираясь выше, к какому-то более высокому плану воздействия, это получается передача информации, когда нету никакой биохимической связи, нет какого-то физического воздействия, вот этого акустического волнового вибрационного эффекта, который подразумевает передачу волны в воздухе, а конкретно идет поступление информации. То есть мы говорим об этом. Правильно? Да, именно об этом, хотя еще одно из направлений, которое у нас есть и которое мы разрабатываем, это ввод информации, например, самое простое, это воду, в крема, так далее, так далее. То есть у нас сейчас все больше и больше развивается и такое направление. То есть мы с помощью нашей технологии можем информационно обогащать какие-то вещества, которые или потребляем в пищу, или намазываем на тело. А вот еще скорректируете или, может, дополните такой образ. То есть на биологическом уровне здоровье тела зависит от качественной работы наших клеток, по производству белков в первую очередь, да? Можно сказать так. Потому что в грубом приближении, да. Иммунные клетки производят какие-то иммунные белки, в желудке производятся ферменты, мышцы производят какие-то... Это основа жизни, это белки. Да, то есть постоянно идет синтез, и вот от качества этого синтеза напрямую зависит в целом функционирование здоровья. И для того, чтобы на биологическом уровне происходило строительство этих белков, насколько я знаю, нужны аминокислоты. То есть это, возможно, какое-то питание как поставщик строительного материала в этом роли играет. Скажем, это основа всего, это составляющие наших белков. Но для того, чтобы запустить вот этот правильный процесс синтеза белков, внутри клетки есть ген, который является как носителем информации, да, который знает, какую клетку нужно производить. И его нужно активировать. То есть для этого туда должен поступить сигнал. А сигнал — это и есть информация. И то есть получается, на информационном уровне у наших клеток уже есть словно вот эти данные, которые они используют для синтеза новых клеток. Но своими мыслями, своими чувствами, то есть всеми информационными воздействиями, которые оказываются на человека, мы можем как-то влиять на качество передачи этого сигнала. То есть у меня такой образ, как гирлянда, что гены, они там включаются, выключаются, и в зависимости от того, насколько часто они включены, и постоянно, от этого зависит, насколько качественно производятся белки. Можно так сказать? В какой-то степени да, но полностью, конечно, нет. Есть определенные законы, по которым функционирует наше именно физическое тело. И эти законы, скажем, не нами придуманы, функционируют помимо нашей воли, скажем так. Но помимо этого есть еще один пласт. Это воздействие нашего сознания, нашего мозга на процессы, которые идут в клетках. Мы создаем нашими мыслями некий информационный фон в этом пространстве, которое каждый для себя создает индивидуально, и протекает вот эта вся биохимия, биофизика и так далее. И в какой-то степени постепенно можно оказывать воздействие на процессы, которые происходят внутри нас. Не всегда это получается, потому что это достаточно работа тяжелая. Для этого необходимо, скажем так, помимо умения, концентрации, но это труд. То есть вообще, чтобы научиться управлять своим телом, это очень большой труд. Телом и мыслями. Да. И каждый из нас, в принципе, конечно, это делать должен в силу ряда причин, потому что жизнь каждого затягивает, мы от этого уходим в сторону. А может быть, и специально кто-то нас отводит от этого, чтобы мы не концентрировались, чтобы мы разбрасывались на какие-то
вещи, которые, по сути, для нашей жизни вообще не имеют никакой ценности. Скажем так, поскольку мы разрабатываем определенный метод, который помогает на именно вот информационном уровне включать процессы позитивного воздействия на организм и помогает нашему мозгу сконцентрироваться, дать ему определенную информацию, определенную энергию, импульс, с помощью которого он бы мог помочь, например, клеткам печени восстановиться, да, очиститься кровеносным сосудом или еще что-то. То есть вот, наверное, эту роль и играют наши звуковые программы. Они создают определенный импульс, толчок, который помогает прохождению тем процессам, сил на которые нету у организма. И вот наши матрицы, они привносят эти силы, которые помогают справиться. А можно сказать, что прослушивание матриц, которые нацелены на восстановление целостности, здоровья, своей первоначальной структуре информационной, они способствуют возвышению мыслей, что ли, поднимая их из мыслей болезни, страха, никчемности, которые на глубинном уровне и производят все эти болезни и страдания в теле. И прослушивая матрицы, которые несут в себе какие-то природные вот эти слепки, а так как мы тоже являемся частью природы, и сознание наше с их помощью возвышается, и нам легче становится вот как раз управлять вот этим своим ментальным мыслительным процессом. Бесспорно, можно так сказать, в первую очередь, потому что мы отходим от материального, то есть мы уже возвышаемся в какой-то степени над своим телом. Мы начинаем оперировать теми механизмами, которые, скорее всего, первичны, то есть оперировать тем, что в какой-то степени, что привело нас в это тело. И мы становимся даже, может быть, некими, наверное, если не властелинами, то способными хотя бы чуть-чуть что-то поменять здесь. Поменять именно так, как хочется это нам. Начинающими творцами. Да, своей реальности. Да, абсолютно. И причем каждый из нас, конечно, эту мысль должен иметь в голове и должен стремиться к этому, потому что мы должны управлять этим телом. Как вы считаете, глобально, если рассмотреть вашу картину мира, что с собой представляет природа и вообще все происходящее, если какой-то высшая инстанция, высший разум, который создает эту материю для проявления своих образов, информации и так далее, или какие-то свои представления на этот счет? То есть как все-таки вот наука и духовность, они сейчас объединяются в описании друг друга, либо все-таки это еще пока что о разном? Они все ближе и ближе подходят друг к другу, бесспорно. И было бы, наверное, очень неразумным считать, что нет какого-то, наверное, плана, по которому строится наша жизнь, по которому развиваются организмы, происходят определенные события в мире. Конечно, есть этот план, есть нечто над нами, бесспорно, и мы всего лишь песчинки в этом мире, как, может быть, это не печально звучит, но это так. Мы должны стремиться к тому, чтобы из этих песчинок мы превратились. Может быть, когда-то, через очень-очень много лет, тоже в какого-то Во всем малом есть целое. Творца, да. Здорово. Можете рассказать о Нобелевской премии, которую планировали выдать Петру Петровичу? За что она назначалась? Что для вас на тот момент это подразумевало? То есть это, по большому счету, Нобелевскую премию просто так и кому попало не выдают. И если человека назначают лауреатом на получение этой премии, то значит за ним стоит какой-то действительный, конкретный научный труд, претендующий на раскрытие какой-то новой парадигмы для мира в научном мире. А Петр Петрович доказал, что
Генетический код, он функционирует не только на принципах, скажем так, биохимии, биофизики, но и на иных принципах, на принципах волновой генетики. И он это все обосновал в своей теоретической работе. Мы это смогли доказать экспериментально. В первую очередь, это программирование стволовых клеток. У нас очень есть серьезные результаты, которые показывали, что мы можем в какой-то степени управлять биосинтезом. То есть мы можем вмешиваться в процесс, который происходит в клетках, и направлять его именно в том направлении, которое необходимо. И вот именно за то, что Петр Петрович показал, что наш генетический аппарат функционирует не только на общеизвестных принципах, вот как раз за это ему и номинировали на Нобелевскую премию. К сожалению, он до этого не дожил, но, по крайней мере, уже при его жизни он получил подтверждение о том, что его теория верна, и получил признание при жизни. Что вы почувствовали при этом? Понимаете, вся жизнь почти Петра Петровича была направлена на то, чтобы доказать людям, не просто людям, а именно ученым, что генетический аппарат функционирует не только на общеизвестных принципах, но вот еще апеллирует теми понятиями, которые он использовал. И на это доказательство, к сожалению, ушло очень много сил, очень много здоровья. Конечно, когда мы узнали о том, что эту теорию поддерживают, конечно, это была некая, наверное, радость, что наконец-то получил признание тому труду, который был 40 лет. Наверное, подарила некие силы, чтобы идти вперед, и мы поняли, что если уже признают за границей исследование, то необходимо его продолжать развивать в нашей стране. И это, конечно, нам очень много сил дало, бесспорно. То есть очень много было труда заложено на то, чтобы пробить этот путь. А путь этот очень, я скажу, очень непростой, очень нелегкий путь, который стоил, в общем-то, жизни. Вы сейчас продолжаете ваше общее дело? Я и не только я. То есть сейчас все больше и больше людей приходят в помощь. Им огромная благодарность. Ученых? Ученых тоже, да. То есть есть добровольцы, которые повторяют эксперименты, которые сотрудничают с нами. И, конечно, очень много медиков. Сейчас все больше и больше их. Но еще в первую очередь это, видимо, связано с этой печальной ситуацией, которая в мире. Медики используют наши продукты, видят очень серьезные результаты. Но пока, к сожалению, на официальный уровень мы не вышли. Но все впереди. А в потенциале, как вы видите, до какой следующей ступени, до какого уровня может развиться информационная медицина и каким образом она сможет помогать человеку? Как быстро, может быть, с точки зрения распространения этого метода? Есть у вас какое-то видение будущего? Скажу, что до какого-то периода мне казалось, что это будет идти очень медленно. Но, как показывают, наверное, последние события, это направление набирает темп. И набирает, я бы сказала, достаточно очень сильный темп. Скорее всего, из-за того, что люди потихонечку разочаровываются в методах официальной медицины, науки. Я ни в коем случае не против них, а наоборот, отказываться от этого нельзя, бесспорно, но дополнение достаточно сильные, достаточно эффективные. Если эти два направления, я имею в виду в первую очередь медицину, если эти направления сольются воедино, то получится очень мощный инструмент помощи людям. Материя и информация.
Конечно, конечно, в первую или нет очередь, но мы существа материальные, по крайней мере, мы вошли в это тело, функционируем по законам этого тела. Может быть, как бы там кому-то не хотелось бы, например, вот эти всякие практики выхода из тела, например, что-то. Но все равно я считаю, что основная наша задача — это задача в теле, задача изучения нашего материального тела, материального мира. Нельзя забывать о том, кто мы, что мы. Для зрителей, которые впервые сталкиваются с этой информацией, вот совсем простыми примерами поясним, как работает информационное воздействие, откуда эта информация берется, как она кодируется в звуковой формат, да, и как часто ее нужно слушать, где можно приобрести, какие есть варианты. Ну, самые какие распространенные заболевания сейчас в мире — это диабет, сердечно-сосудистые, онкология. Человек, допустим, с этим столкнулся, он применяет свои какие-то методы, они могут быть классическими, может быть, еще какими-то, и, услышав о вашем подходе, о лингвистико-волновой генетике, об информационной медицине, он решил в дополнение в свою терапию включить такой подход. Как происходит дальнейший процесс? Вот человек к вам обратился. Что дальше? У нас есть, скажем, определенный прибор, с помощью которого мы можем считывать информацию. Например, информацию с детской фотографии, которую высылают нам. Основное условие, чтобы ребенок был на фотографии здоров, один, в хорошем настроении. С помощью нашей аппаратуры мы считываем информацию, переводим эту информацию в звук, получаем звуковой спектр, и пациенты прослушивают звук и оздоравливаются. Кажется, это все очень просто, даже чересчур, может быть, просто. То есть я правильно понимаю, так же, как в свое время, может быть, и сейчас какие-то экстрасенсы, ведущие по фотографии, могли считывать информацию. У этого есть научные ноги, то есть у изображения есть какой-то свой голографический слепок, несущий информацию об объекте, который запечатлен. И если я знаю, что там в 4 годика, в 5 годиков, там в 10 лет я был совершенно здоров, там бегал, прыгал, и мне хотелось бы вернуться в то состояние, чтобы мои клетки синтезировались, регенерировали и действовали соответствующим образом, то есть я могу через фотографию получить информацию о самом себе, о своей вот этой информационной структуре, да, посредством вашей технологии. И вы эту информацию кодируете в аудиоматрице, я их слушаю, и она накопительным эффектом входит в мое, информационное поле. И постепенно моя биология перестраивается вслед за этой новой информацией. Правильно понимаю? Да, именно так. То есть с помощью нашего прибора мы как бы распаковываем некую голографическую информацию. Вы правильно сказали, как бы получаем некий целостный многомерный образ того, с кого мы информацию считываем и переводим ее в звуковой файл. И прослушивание данного файла, данной программы, оно приводит к тому, что организм постепенно перестраивается. То есть как бы этот образ здорового человечка, он входит в тебя и начинает корректировать те нарушения, которые накопились с течением времени. И на сайте вашего института также есть возможность, помимо индивидуальной матрицы, взять матрицу уже готовые, универсальные, которые воздействуют на определенные системы органов человека, либо имеют конкретный эффект, где-то омолаживающий, где-то антипаразитарный, где-то улучшает работу желудочно-кишечного тракта. А вот эти матрицы как изготавливаются? У нас помимо индивидуальных есть и универсальные матрицы. Кстати, 3 из них у нас есть в свободном доступе, могут их люди просто скачать и прослушивать. Это онкология, сон и иммунная система. Как мы их пишем? Мы их пишем с веществ, в первую очередь. Минералы, камни, различные растения. То же самое, принцип тот же абсолютно. Мы
распаковываем некую голографическую картину и фиксируем ее в виде звука, в виде MP3, Wave, например. Таким образом мы создаем программы, которые прослушивают люди. Можно для хорошего сна выпить мяты либо валерьянки, а можно получить информацию. Можно получить информацию о них, да. Можно это просто прослушать таким тихим-тихим обязательно фоном прослушивать, чтобы ни в коем случае это не помешало сну, так как, например, некоторые включают эту программу на всю, и, конечно, потом нам пишут, что вот мы не в состоянии уснуть. Ну, конечно, как вы уснете? То есть нужно прям еле-еле-еле, чтобы было слышно. И это работает. То есть я правильно понимаю, можно сказать, что конечным продуктом всех биохимических реакций от употребления какого-либо вещества является передача информации генам в наших клетках. Передача-то информации, она происходит постоянно, это бесспорно, и всегда наряду с материальной передачей постоянно идет и информационная. Я к тому, что может какой-то процесс расщепления, переваривания вот этих биохимических веществ, содержащихся в каком-то растении, произойти, но в итоге все равно смысл в том, чтобы тело получило информацию. А можно без всех этих процессов сразу давать информацию? Можно сразу давать информацию. Вот в этом и уникальность нашего метода, что мы идем в обход биохимии. Скажем так, в этом, наверное, и ценность нашего метода, так как информация о веществе поступает не в том виде, когда он уже переварился, в обход процессом расщепления. То есть мы получаем информацию целую, полную. Не забивая уже и без того у многих забитую кишку лишним биомусором, сразу воздействуя напрямую. Тоже очень классный бонус. То есть это, наверное, один из основных, так как можно сказать, я могу выпить и все. А здесь нет, здесь очень много плюсов вообще. Здорово. Я думаю, более чем достаточно для такого ознакомительного интервью. Екатерина Александровна, искренне, от всей души, благодарю за то, что уделили время, выбрали сегодня присутствовать здесь, поделиться этой ценной, важной информацией. Кто-то услышит ее впервые, смогут осознать, переварить, уточнить. Если что, обратиться в ваш институт, задать необходимые вопросы и, возможно, дополнить свой путь к исцелению, оздоровлению вашим уникальным, прогрессивным, эффективным подходом. Сил вам, радости на этом пути, поддержки высшего сознания, умов человеческих и ученых, которые вас тоже поддерживают. Вместе здоровее, поэтому делаем общее дело. Первым всегда труднее первопроходцам, всем это известно. Но вы уже свой путь проложили. Однозначно дорога только вперед. Еще не проложила, мы в процессе. Уже энергоинформационный слепок, можно сказать, есть, имеется. Дело за малым. За реализацией в материи. Обозначен, конечно. Да. Да, благодарю. Благодарю вас. Благодарю. До свидания.